Всем привет! Кто не знает еще, меня зовут Ольга, и мы наносим с вами декоративные штукатурки, короткие обзоры нанесения. Кто хочет своими руками, мы вам показываем в деталях. Сейчас я на чем хочу заострить внимание. В нашем ассортименте появился шелк, декоративная штукатурка шелк. Мы его тестировали долго, прежде чем вам его на обзор вынести. Этот шелк дешевле на 500 рублей за килограмм. В отличие от других шелков, и так достаточно недорогих. То есть у нас большой ассортимент декоративных штукатурок. Но сейчас цены подросли, вам нужна альтернатива. У нас зрители, скажем так, разные, да, есть и богатые, и всякие. Кто может себе позволить дорогое, а кто не может себе, но тоже хочет. Вот для вас, в частности, штукатурка шелк. Цену не называю, потому что цены меняются, но на сегодняшний момент этот шелк дешевле на 500 рублей за килограмм. Это очень значимо. И мы с вами его будем наносить не колерованный, прямо в базовом цвете. Стена должна быть идеально подготовленная. У нас это образец, а вы представьте, что это у вас стена. Стену заштукатурили, загрунтовали, зашпаклевали, шпаклевка как под покраску. Стену окрасили, краска влагостойкая, либо праймер. Мы вам комплектуем, если вы у нас заказываете декоративные штукатурки, также, кто не знает, мы отправляем в любой регион. У нас есть много транспортных компаний, подписанные договора, и в том числе Почта России в самые отдаленные уголки, где нет вообще транспортных компаний. Мы подписали договор. Почта России активно везет, и это уже практикуется. И причем везет достаточно быстро и очень недорого. Я вот прямо удивилась, почта развивается. Ну ладно, не будем их хвалить. Ну что, будем наносить? Шелк наносится на предварительно окрашенную стену, как я уже сказала. Мы нанесем сначала тонкий слой, без всякого рисунка. Вот такой вот густой. Смотрите, вот он. Густой достаточно шелк. Очень любят матовые шелка. Вот такой, видите, вот какой. И прямо тоненьким слоем наносим фоновым. Без всякого рисунка. Углы заполняем сразу, внутренние и наружные. Не оставляем пустых участков. Если где-то есть дефект, убираем его сразу. На первом слое это все хорошо видно. Для чего мы кладем первый тонкий слой? Для того, чтобы если на рисунке уже на самом, когда вы будете создавать фактуру, где-то какая-то проплешинка или что, чтобы не оставалась матовая часть, чтобы не была видна краска. Первый слой нас как бы страхует и убирает какие-то небольшие дефекты. Тоненький-тоненький. Расход у этого слоя примерно 100 грамм на квадратный метр. А если прямо очень постараться, то можно и 70 грамм положить шелка на квадратный метр. Сейчас вы видите его оригинальный цвет, не колерованный. Я думаю, что в кадре вам должно быть хорошо это видно. На стене вы наносите как шпаклевку. Прям в круговую наносим, спокойно, не переживаем, там какие-то переходы или какие-то еще что-то. Вот как шпаклевку. На стене наносить легче. Планшет у нас, видите, шевелится. Мы наносим образец вместе с нами. Вы наносите вместе с нами. Этот образец будет у нас в последующем как для приходящих покупателей. Что хочу сказать в процессе, пока наносим. Наша команда расширяется. У нас сейчас проходит обучение 3 новых сотрудника. Мы прямо очень долго их подбирали.
максимально мыслящих, максимально отзывчивых, усваивающих информацию. Мы их обучаем для того, чтобы мы смогли большее количество людей, скажем так, проконсультировать и помочь с выбором и отправить, отправить товар. Потому что на данный момент, грубо говоря, нас двое, и мы просто не успеваем. Бывает, что люди пишут нам вот куда-то в WhatsApp, например. Кстати, ссылки есть в описании. Все ссылки, по которым можно с нами связаться. Пишут нам в WhatsApp, и мы отвечаем спустя 30 или 40 минут. Вот чтобы такого не было, у нас дополнительные сотрудники, мы скоро вас с ними познакомим, покажем вам их, и вы будете общаться уже без задержки, скажем так. Шелка колируются в любые цвета. Мы сейчас с вами рассматриваем базовый. Убираем нахлесты. Вот такие наплывы оставлять не нужно. Посмотрите, видите, от кельмы осталось. Вот это оставлять не нужно, это нужно убирать, чтобы максимально была гладкая поверхность. И оставляем сохнуть. Сохнет достаточно быстро, слой очень тоненький. Буквально пару часов, и мы продолжим финишный слой. Первый слой. Он у нас укрыл краску, укрыл какую-то небольшую шагрень от валика, когда мы красили. Какие-то небольшие, может быть, дефекты на стене, мелочевку какую-то укрыл. И мы наносим сейчас финишный слой, также с помощью кельмы и шпателя. Мы накладываем штукатурку тонким слоем. Вот так вот кельмой. На кельму кладем шелк шпателем. Будем доставать. И наносим тонкий слой. Постарайтесь, конечно, смотреть внимательно, несмотря на то, что цвет светлый, все равно основа-то вся должна быть видна. Вот таким вот образом положили. Теперь берем круглую кельму, вот такую кельму, и восьмерочками, вот такими вот движениями создаем эффект шелка. Очень удобно. Вот этой кельмой очень удобно. Смотрим сбоку. Если что-то где-то не нравится, это очень хорошо видно сбоку. Нанесли участок, соединяем, наносим следующий участок и соединяем пока сыро. Это прямо натуральный цвет шелка. Он такой как, ой, как это назвать-то, жемчужный, что ли? Это не белый, это цвет перламутра. Такой. Так, нанесли. Снова берем шайбу и соединяем пока сыро. Вот так. Можно поправлять. Очень красивый, хороший шелк, вполне доступный по стоимости. Так, вижу косяки, исправляю. Вот здесь вижу некрасиво полосы. Пока сыро я сюда добавлю. И вот здесь тоже немного пустота вижу. И снова восьмерочками. Раскруживаем, получая такую шелковую фактуру. Следующий участок. Берем снова шелк на кельму. В шахматном порядке уходим вниз. И соединяем тут пока сыро.
пока верхний участок не высох. Берите для себя небольшие участки, чтобы не успело высохнуть. Вы на стене наносите, соединяя два участка между собой, пока они сырые. Вот это вся основа нанесения декоративных штукатурок. Ну и творчество, и желание, конечно. И соединяем. Где-то жирно получается, да, можно убрать, если излишнее, например. Можно подснять немного кельмой. Пока штукатурка не высохла, вы можете ее корректировать. Здесь вот подсохло уже. Последний участок на нашем образце, а у вас на стене вы продолжите также в шахматном порядке нанесение. Можете делать вдвоем. Один наносит слой, а второй следом за ним восьмерочки рисует. Вот, в принципе, и все. Вся техника нанесения шелка. Шелк не колерованный, дешевый достаточно шелк, вполне доступный практически каждому. Ну и не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал и заказывать у нас декоративные штукатурки. А для того, чтобы заказать, вам нужно перейти по ссылкам в описании и туда написать Viber, WhatsApp, ВКонтакте. Там есть все формы связи. Всем пока, спасибо.